Сегодня 14 сентября 2025 года, и судя по количеству людей в Аркадии, никогда бы не сказала, что лето уже закончилось, уже прошла половина сентября, потому что людей просто невероятно сегодня много. Наверное, все понимают, что это последние теплые лучи 2025 года, и скоро наступает осень, поэтому все ловят момент и наслаждаются теплой погодой. Всем привет из Одессы. Я приехала в Аркадию и нахожусь просто в шоке. Я думала, что сегодня здесь будут люди, но даже не предполагала, что в таком количестве, поскольку середина сентября, и я думала, что уже большинство туристов разъехалось, но на самом деле людей сегодня просто тысячи. У нас на сегодня передавали штормовое предупреждение, что сегодня будут очень высокие волны, и нужно каждому быть осторожным, потому что когда сильный шторм, из-за того, что в Черном море очень мощное течение, кто-то может утонуть. В этом году, вы помните, в Черноморске было много случаев, когда людей не успевали спасти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, какой аншлаг сегодня на одесских пляжах. 14 сентября, негде лечь. Я даже не ожидала, что еще столько людей ходят на пляж. Вы знаете, воздух вроде бы как тепло, но воздух достаточно холодный и прохладный. Ветер сегодня северный, но никого это не останавливает. Ну, у нас люди не всегда слушают о том, что их предупреждают об опасности. Сегодня шторм, а многие прыгают в волны. Ну, скажу вам честно, это очень классное развлечение. Я сама люблю вот кататься на волнах. Но нужно учитывать, что море коварное, и все-таки нужно быть осторожным. Кукуруза, пахлава, все продолжается. Раньше считалось как, что пляжи летом переполнены туристами, одесситы в это время не любят отдыхать, и не любят отдыхать в бархатный сезон, который как раз начинается в сентябре. Море еще теплое, погода, солнышко нежное, и все предпочитали приходить на пустые пляжи. Но время изменилось, и мне кажется, что у одесситов уже как такового бархатного сезона и нет. Сезона, который бы они могли в тишине отдохнуть, потому что судя по тому, что делается на пляжах, то лето вообще не заканчивается. Люди плавают, а вот рядышком плавают чайки, все вместе. Когда на море шторм, это слышно еще далеко от пляжа, потому что все пищат, кричат и всем весело. Черное море сейчас опасно в шторм не только из-за сильного течения. Если вы придете на любой официально открытый пляж в Одессе, вы увидите информационный стенд с различными видами мин, которые могут быть сейчас в море. Сегодня все телеграм-паблики облетела новость о том, что Черноморске выбросило настоящую противокорабельную мину. И страшно подумать, что бы могло случиться, если бы какой-то человек ударился об нее рукой или ногой, когда нырял в воду. Так что будьте особенно осторожными, когда море шумит. Здесь делали в начале лета красивейшую арку из петунии. Это была одна из самых популярных локаций для фото в Одессе. Смотрите, что уже с этими цветами. Уже практически все завяло. И самое удивительное, что они пережили такое засушливое лето. Видимо, система полива здесь действительно была классной. Итак, подошли ко второму пляжу. Посмотрите, ситуация такая же. Я бы здесь не хотела отдыхать, потому что даже негде толком постелить себе покрывальце. Все занято. Приехала и просто растерялась. У меня такое ощущение, что не осень, а как раз только начало сезона в Одессе. Спускаюсь, хочу пойти с вами на пирс. В прошлом году в Одессе с пирса смыла девочку, и, к сожалению, она утонула, поэтому, смотрите, пирсы есть, которые закрыты, и туда невозможно пройти. Ну и правильно, потому что сейчас вот видно, как волны, видите, бьют по пирсу. А это еще относительно маленький шторм. Нужно ждать волну. Некоторые маленькие, некоторые крупнее.
Я вот когда вижу это свинство, меня это очень цепляет, потому что люди приходят, пьют алкоголь на пирсах и оставляют после себя мусор. Не делайте так, будьте людьми. Кто-то все-таки решил нарушить правила и перелез, пошел наконец с пирса. Сейчас с вами пойдем вон туда, расскажу вам, какие изменения у нас будут. Вот нельзя почему заходить на пирс. Сразу пришел спасатель, когда увидел там людей, и пошел их оттуда прогонять, потому что правила нарушать опасно для жизни. Ибица еще до сих пор работает. Здесь написано на вывесках оксамитовый сезон. Это обозначает бархатный сезон. Клубная жизнь тоже в Аркадии еще есть. А мы с вами идем в правую сторону Аркадии, в правое крыло. Покажу вам, какие же изменения нас ждут. Знаете, у нас в последние дни тревоги просто каждый час. Все так устали. Мы не спим вообще нормально, потому что по одному дрону летит и тревогу включают. Вот один дрон в час, в два, когда они там летают, каждый раз включают, отключают тревогу, и реально можно сойти с ума. И люди, наверное, сегодня психанули, захотели немного хотя бы отдохнуть. В начале лета здесь открылся новый пляж, который называется Кокос. Вижу, лампочки везде повесили, а давно здесь не гуляла. И вижу, установили экран. Здесь можно посмотреть ночью на берегу моря какое-то хорошее кино. Многие из вас знают кусок набережной здесь в Аркадии. Это считается даже куском трассы здоровья. И сейчас здесь проход и проезд перекрыт. Но люди, вижу, умудряются обходить это все стороной. Не будем показывать, кто это делает. Сейчас вам покажу. Здесь начинается капитальный ремонт набережной. И продлится он до декабря 2026 года по плану. Видите, установили ворота. Ходите, ездить здесь нельзя. Посмотрите, вот так выглядит эта набережная сейчас. Вот так она будет выглядеть после ремонта. Вообще проезд поверху на втором ярусе есть. Поэтому здесь лучше, я думаю, не ходить. Можно наступить на какой-то гвоздь, как-то повредить себе ноги, упасть. Ну, люди у нас, как обычно, не любят легких путей. Так смотрю, никто ничего не боится. У нас вчера был тревожный день, все предупреждали об опасности. Сегодня все предупреждали о штормовом, что небезопасно купаться. Все, люди устали, боятся. Хоть что-то, хоть какие-то положительные эмоции нужно получать. И получают их таким образом, потому что говорят, что море лечит. Ну, в принципе, так оно и есть. Смотрите, из-за шторма сколько на берег выбрасывало вот таких мидий. Они пустые, чайки, видно, уже делали свое дело. А, есть и закрытые. Нам писали как-то, что закрытые мидии, это обозначает, что они живые. Ну, не знаю, как на самом деле есть. Вот такие вот морские жители. Я, конечно, думала, что я замерзну в ноги. Приехала в кедах. Но все равно сейчас попробую потрогать водичку. В интернете пишут, что вода в море сейчас 22 градуса. Не знаю, теплая. Вода достаточно прохладная. Не сказала бы, что теплая. Не знаю, почему люди с таким энтузиазмом плавают. Вон. Пальмочка еще стоит. Я думаю, еще месяцок максимум, в зависимости от погоды, а потом эти пальмы выкапывают, они в специальных вазонах и отвозят их зимовать в теплые помещения. Хотя, говорят, глобальное потепление, в Одессе погода будет меняться, не знаю насколько, но зимой все равно вряд ли она здесь будет стоять. Смотрите, вроде бы как люди загорают на пляжах, но все равно на выходе с Аркадии чувствуется осень. Смотрите, как все желтеет.
Вышла из Аркадии, наконец-то тихо и спокойно. Очень громко в этом году как-то включают некоторые кафе, некоторые рестораны, клубы днем музыку. Иногда приезжаю снимать видео, просто невозможно идти. И вот даже между собой с кем-то разговаривать нереально, очень шумно. Ну что, так сегодня выглядит жизнь в Одессе, так живут одесситы и гости города. До встречи в следующем видео. Надеемся, похолодание к нам придут как можно позже. Всем пока-пока.